Привет, ребят! Значит, этой осенью я обзавелся одними из самых жирных коллабораций New Balance. Первая — это 990 V6 в коллабе с моими любимыми Carhartt, ну а вторые — это относительно новые 991 V2, но в коллаборации со Stone Island. Я такой думал, на какие из них первыми сделать обзор? Либо на Carhartt, либо на Stone Island. Либо на одни, либо на другие. Либо на первые, либо на вторые. А потом такой понял, давай-ка я сниму про обе пары сразу. Ну, потому что у меня на 990 V6 уже был полноценный обзор, ссылочка будет вон там внизу. Но про 991 V2 я уже в некотором роде, скажем так, тоже рассказывал. Сразу предупреждаю, пары дорогие, и процентов 50 от их ценника вы отдаете исключительно за вот эти красивые логотипы Stone Island, либо Carhartt вот здесь. И я ожидал, честно говоря, немного большего, хотя бы в плане деталей, но получили, что получили, поэтому давайте начну уже рассказывать и начнем давайте с Carhartt. Окей, стартуем с V6. Это долгожданная для многих коллаборация с легендарным workwear брендом Carhartt. По цветам все решили сделать максимально узнаваемо. Это классический рыжий цвет Carhartt, поэтому стиль узнается даже издалека, а не как это было у коллаба с Salomon, когда представили темно-синие боты, мол, якобы история про утилитарность, бла-бла-бла. Тут же такое решение более попсовое, если можно так сказать. Но стоит начать с коробки, потому что поменяли даже ее. Она практически та же, что и у стандартных V6, но окрашена в желто-зеленые цвета с логотипом Carhartt спереди. Внутри же будут лежать сами кроссы, бумажка тоже с логотипом Carhartt и дополнительные шнурки. Но мне больше нравятся те, которые ставят по умолчанию. Ну а касательно самих кроссовок, это все те же V6, сделанные из отличной замши. Она очень поддается переливам, мягкая такая, относительно толстая. В общем, тут ничего не поменялось. Сетка и синтетика тоже остались теми же, и еще поменяли цвета у деталей буквы N и других вставок. И на некоторых фотках они вам могли показаться то серыми, то какими-то синими, то серо-буро-малиновыми. Короче, было вообще непонятно, даже на официальных. Но по факту мы получили что-то больше уходящее в темный, ненасыщенный зеленый, если это можно так сказать. И в целом получилось очень классное сочетание зеленого и рыжего. Это вообще, в принципе, одно из моих любимых сочетаний Green Overton. Оно очень много раз использовалось, например, в автоиндустрии, когда вы видели какой-нибудь зеленый Jaguar, либо Ferrari, а внутри очень классный кожаный салон. Здесь примерно та же тема, только чуть более насыщенная. И также переделали цвета у мидсола. Если в серой версии издалека подошва делилась только на белый спереди и серый задник, то тут перед сделали чуть потеплее, а вставка со стабом и пена на заднике теперь читаются гораздо четче. И видно, что есть что. Мелочь, но теперь подошва хоть подетальнее стала. Ну а по внутрянке все та же стелька, что и раньше. Далеко не самая лучшая, просто окей. И размеры я взял такие же, что и раньше. Кроссы не маломерят, взял свой 11 US и все отлично. Ну и как ожидалось, ощущения тоже не поменялись, фитят ровно так же, все еще крайне удобные кроссы, далеко не самые инновационные НБ, это да, хоть сюда и впервые для 990-х завезли Fuel Cell, но ничего революционного не появилось. Просто отличные универсальные кроссы, которые подойдут абсолютному большинству людей. Но если нужно мое более развернутое мнение, то можете глянуть обзор, который я выпускал несколько месяцев назад. Но я все равно повторюсь, что лично я бы хотел здесь видеть побольше деталей, которые хоть как-то отсылают, к Carhartt, потому что рыжий цвет это классно, это, по-моему, одна из самых лучших расцветок пока на данный момент у V6. Но вот лично я бы хотел здесь видеть, я не знаю, логотип Carhartt здесь, либо вот снизу, или с подошвой как-то, чтобы поработали там. Здесь можно было металлические люверсы, например, сделать, почему бы нет, или пыльник там Carhartt положить. Короче, простор, мне кажется, для творчества был бы огромный. Но как расцветка, да, отлично, как коллаборация, это выглядит очень ультра лениво, скажем так. И это смотрится все как попытка, я не знаю, заткнуть фанатам рот, мол, сказать, вот, пожалуйста, мы вам сделали коллабу с Carhartt, и все, думаю, вы успокоитесь. Ну, не знаю, я лично не сторонник таких коллаб, вот мне, как штука, которая закроет мне мой, скажем так, full сет моего лука с Carhartt, да, потому что я люблю Carhartt, это у меня чуть ли не вторая кожа, и как кроссовочки дополнительные, да, прикольно, но как коллаба, что-то как-то лениво. Ну а что касается ценника, то они мне обошлись в 35 тысяч рублей, это было на релизе. Сейчас, по-моему, ценник особо не поменялся, там разве что некоторые версии можно, за 1025 уцепить, иногда вообще за 20. И брала их, как обычно, на поздний и с помощью лучшего посредника по доставке China Fairy Tail.
Я уже десятки раз вам говорил про этих парней, и на моей памяти это пока самый надежный посредник среди всех существующих. И у которых с недавних пор появились такие классные штуки, как быстрая доставка всего за 15-20 дней, возвраты в случае, если к вам вдруг придет брак, и функция заказа для самых ленивых, когда вам не нужно даже качать Poison. Просто кидайте ребятам фотку кроссовок, которые вам нужны, и они сами все найдут и закажут. Так что China Fairy Tail я категорически советую, я с парнями всегда на связи, практически все вещи заказываю от них, ваш фидбэк им тоже регулярно передаю, и даже если вдруг какая непредвиденная ситуация, я читаю ваши отзывы и лично сам им обо всем сообщаю. И помимо этого, ребята решили под Новый год устроить розыгрыш с каким-то сюрреалистичным призовым фондом, там 300 тысяч рублей, и причем призовых мест будет 235. Короче, розыгрыш классный, шансов урвать победу много, а призовых мест еще больше. Так что ссылочку на ребят я оставлю в описании, и участвуйте в розыгрыше, который будет длиться до 30 декабря. Вот 30 они будут подводить итоги, так что ссылки на них оставляю внизу. Ну а мы продолжаем. Теперь переходим уже к кроссам, которых у меня на канале не было. Это 991 V2 в коллаборации со Stone Island. И это очень грамотная homologaция стареньких 991, которые были, скажем так, на любителя из-за своей уж слишком жесткой платформы. Силуэт V2 сам по себе особо нашуметь не смог, но вот коллаба со Стоном дело кардинально другое. Стоит отдать должное, у кроссов получилось завлечь к себе внимание всякими загадочными коллабами от Стоника и народными мемасами про мешки картошки. Короче, они нашуметь действительно смогли. И да, они в жизни выглядят, я могу сразу сказать, выглядят лучше, чем на официальных даже пресс-релизах. Но все равно по факту я получил немного меньше, чем я от них ожидал. Если говорить кратко про отличие 991 V2 от предыдущей модели, то самое существенное изменение, которое произошло, это замена технологии подошвы. Пена раньше была чуть ли не деревянная, хоть и со вставками абсорба, но теперь здесь сердечник из современной Fuel Cell. И скорее всего такая пена стоит только внутри, потому что если проводить замеры пен снаружи, то ничего вау какого не случилось. Пена сзади хоть и помягчавшая, но далека от результатов того же React, например. Спереди амортизации чуть больше, и это логично, но результаты особо как-то не впечатляют. Но мне на это лично как-то по барабану, потому что вот такой пены на самом деле для повседневной ходьбы вам будет хватать вот просто с головой, поверьте мне. Вам на каждый день супер мягкие кроссовки не нужны, потому что у вас в них будут ноги очень быстро уставать, поэтому 991 V2 это наконец-то то самое решение для людей, которым нравился дизайн оригинальных 991, но не устраивала дубовая подошва. Здесь она стала получше, не супер мягкая, но вы однозначно заметите разницу, и к поддержке и классному стабу здесь наконец добавили и мягкость. По-моему, это классно. Ну а что тут наворотили в плане дизайна Stone Island? И давайте сразу разберем сетку, над которой многие либо недоумевали, либо делали мемасы и не понимали, в чем прикол. Ну, во-первых, у нее куда более пористая текстура, чем у стандартных НБшных сеток. Такая текстура и оливковый цвет у нее потому, что Stone Island хотели так передать цвета и атмосферу всяких больших складов, либо заброшек в больших городах. Ну а текстура здесь досталась от рифленого металла, который вы наверняка тоже встречали в городах. Не знаю, как вам, мне такая сетка очень понравилась, ничего плохого я в ней вообще не нашел. Выглядит прикольно, как плетенка либо паутина, дышит топово, цвет классный, вопросов к ней вообще нет. Ну и помимо переда, здесь она также есть сбоку и немножко на заднике. Но что мне больше всего не понравилось, это прям дешевенькие материалы. Хоть тут верх и заявляется как ноутбук, но ощущается он очень дешево и создается ощущение, что это самая дешевая синтетика, которую вы вообще могли видеть в самых разных базовых Saucony, к примеру, или типа того. Никаких переливов, текстуры, либо хотя бы ощущения кожи, ничего. Это просто черный материал, который не ощущается ровным счетом никак, я не знаю, как бы окей. Это первое впечатление, я с этим согласен. То есть вы там достали, подержали кроссы, поняли, что хреновое, ну дальше вам не в руках их носить. Поэтому как бы вопросов с другой стороны нет. Но как бы от Stone Island, на секундочку, я ожидал чего-то покруче. На заднике у нас расположились номера кроссовок и еще более грубый ноутбук, который залили грубой синтетикой сверху.
А может это вообще целый кусок синтетики, не знаю. Но вещь на самом деле практичная, потому что попади сюда грязь, убрать ее будет легче, чем с кожи. А если говорить про непосредственные отсылки к стонику, здесь патч на языке сверху, и самое прикольное, это полупрозрачная резиновая подошва, под которой скрывается огромное лого Stone Island во всю длину кроссовка. Да, тема не новая, такое уже делал до этого Трэвис, к примеру, но меня такая деталь зацепила больше всего, и встречается такое редко, за такое 10 баллов. А что касательно стельки и размеров, то в 991 V2 стелька уже куда лучше, чем в V6, который я показывал до этого. Она и потолще, и поддержка свода серьезнее будет. Меряем в длину и получаем почти 30 сантиметров, а на бирках мой 11 US и евро 45. И если к первой версии у многих были вопросы, то есть мне друзья говорили, что нужно брать их вообще на полразмера побольше, то у V2 такой проблемы нет. Я взял свой стандартный, можете вы тоже брать, они будут сидеть как раз. Ну а про ощущения я уже до этого рассказывал, это более, скажем так, user-friendly 991 с увеличенной мягкостью, но стаба и поддержка никуда не делись. И стоит ли брать такие? Если нужны материалы покруче, то посмотрите на серые стандартные. Но выглядят они скучновато, как по мне, ну и дешевле при этом. Эти же стоники хоть и не блещут материалами, но есть и прикольные детали, типа сетки, либо подошвы. И на улицах их сейчас хрен найдешь, а для многих это очень важно. И, кстати, за долгое время это, пожалуй, один из немногих вообще единичных, случаев, когда мне нравятся черные кроссовки. Ну, не знаю, может быть, потому что они не full черные, а вот такие с зеленым. Но в остальном действительно неплохая коллаборация с ценником в 35, тысяч рублей. Хотя я ожидал, что стоник будет стоить подороже. И я специально не показывал коробку, потому что ее там смысла нет показывать. Она абсолютно такая же, как и в обычных New Balance. Ну а в остальном коллаба получилась действительно неплохая, и в плане деталей всяко интереснее, нежели то, что было у 990 V6 с Carhartt. Здесь я могу поставить, 7 из 10 спокойно. Так что, друзья, вот такие коллаборации, а вы пишите свое мнение в комментариях, стоит ли мне делать обзор, скажем так, специзданий. Вот, допустим, стала ли вам полезна информация про вот эти V6, потому что я как бы не сторонник, честно говоря, обзора не то, что, скажем так, конкретных моделей, а обзора специзданий, потому что если там выйдут салатовые либо фиолетовые, я не вижу в этом смысла делать обзор. Если вам вдруг такое нужно, можете писать свое мнение в комментариях. Ну а из этих пар для меня лично больше вес имеют, наверное, вот эти стоники. Хоть и обожаю Carhartt, но стоник в плане деталей меня зацепил больше. Ну а у меня на этом для вас, друзья, все. Как всегда, если вам понравился ролик, то ставьте ему лайки, пишите комменты. Короче, вы всю эту тему с активностью прекрасно знаете. И подписывайтесь обязательно на мою телегу, потому что про вот эти Carhartt и стоники я там рассказал уже очень давно, как минимум их засветил, это точно. Добавить мне больше нечего, и всем покеда.